Приветствую вас на канале. Посередине вы – это ваш портрет, госпожа, ваш двойник. То есть вы пришли ко мне на консультацию. Я принимаю только в общем доступе, поэтому смело можно себе представить в этой прекрасной карте. Справа один мужчина и слева другой. Если у вас есть два мужчины. Бывает так, что мы живем с одним 20-30 лет и мечтаем о другом, о котором в юности у нас была какая-то картинка такая особенная. И эта ситуация подойдет, любая ситуация подойдет, или треугольник подойдет. Либо же один мужчина может быть ваш отец, можно узнать вообще, что, как там отец на вас влияет, а другой ваш любимый человек. Либо же один муж, а другой любимый, такое бывает тоже у многих. Можно любую ситуацию совершенно просмотреть, если вы думаете о двух мужчинах, и вы посередине, а я для вас разложу карты Ленорман. Расклад будет короткий, всего из 13 карт, и схема очень простая. Со стороны старшего мужчины, то есть его характеристики и какое с ним будущее, со стороны младшего его характеристики и какое с ним будущее, и посередине вам будут даваться советы. Я приглашаю вас на расклад. Не обязательно загадывать, а можно и загадать. Делайте так, как вам удобно, а карты все покажут. Самое главное, что карты обязательно скажут правду и направят вас в том направлении, в котором для вас лучше всего идти. Дадут вам простой житейский совет, да, потому что карта – это житейская мудрость, житейская духовность. Три первые карты показывают вообще ваше состояние сейчас на момент просмотра, что у вас в жизни происходит. И здесь всадник, коса и дом. У вас в доме может быть напряженная ситуация, потому что коса идет на дом. Может быть такое, что в доме или ссоры, или вы запутались в чем-то, да. Может, в отцовском доме или в вашем партнерском доме какая-то непонятная ситуация сейчас развивается. Четвертая карта будет между вами и с мужчиной постарше. Она покажет, как он к вам относится, какое с ним будущее. И это будет карта с правой стороны между вами и старшим мужчиной. Как он к вам относится, что он за человек вообще, глубоко, даже отца или партнера мы вообще не понимаем, только карты могут это показать. Я вижу, что он вас любит, что он к вам относится тепло, или даже, можно сказать, горячо, потому что карта сердца – это и тепло, и горячо, но всегда хорошо, со знаком плюс. А как относится к вам мужчина с другой стороны? Что у него на уме, да? Как он к вам относится? Давайте спросим, и будет все видно и понятно. Его отношение к вам, есть ли с ним будущее? Так четко, прямо одна карта отвечает. А карта совы – это разговоры с ним идут. Он больше говорит, чем делает, можно сказать, да? Но вам эти разговоры ласковые, они вам нравятся, они по сердцу, потому что внизу всадник. С ним, может быть, вы встречаетесь, с ним могут быть милые, приятные разговоры, может близость, может что-то теплое, то, что вам нравится. И вот с его стороны, со стороны молодого человека, мы сейчас узнаем, что он за человек, что у него на уме, какие у него намерения. И с его стороны будет три карты. Что он за человек, какие у него намерения. С двух сторон, basically, я хочу взять по три карты. С одного и с другого. Но сейчас с молодой. Что у него на уме? Есть ли в планах у него вы? Как он к вам относится? Любит ли? Карта звезды. Она о любви говорит, конечно, да. Но эта карта какая-то немножко далековатая, да, то есть вы у него есть, может быть, в далеких планах, может быть, есть у него в мечтах, скорее всего, да, потому что звезды – это мечта. А теперь со стороны взрослого мужчины. Какие у него на вас планы? Что, вот как он раскроется сейчас, еще более глубоко, покажет свое лицо? Карта Луны – это карта заботы. Карта заботы, такого попечительства, что ли, да? И переменчивого характера. У него переменчивый характер. Но в любом случае он о вас заботится и любит, потому что Луну одну же мы не читаем, а вместе с сердцем. А со стороны молодого человека я тоже звезды одну не читаю, а вместе с картой совы. Но я подробно потом протрактую, а сейчас со стороны молодого человека. Что еще у него в жизни происходит? Как он себя чувствует? Какие у него есть тайны? Вот эти все три карты с одной и с другой стороны мужчин показывают их внутреннее состояние, да? Какие у него тайны? Может быть, другая у него есть еще? Ну-ка, девочки, может, еще у него кто-то есть? Эта карта показывает, что у него, во-первых, никого нет другого. Это первая ее трактовка.
А второе, что башня говорит, что он чувствует себя одиноким. У него вообще пусто внутри. У него есть какая-то психологическая проблема. А теперь тот, кто постарше, посмотрим его. Какое у него внутреннее состояние, какие тайны у него есть. Может, у него есть другая? Или на примете кто-то, да? Ну, все узнаем сейчас, через минутку. Все узнаем. То есть у молодого другой точно нет. Ну, а у того, кто постарше, как вы видели, карта сама выскочила, то есть соперница хочет показать свое лицо. Вообще всегда, когда нас пугают, нам показывают, обязательно такой якорь соперница делает, да, говорит, чтобы запугать вас. Ну, и она и вышла, чтобы вот своим видом нас запугать. Но нас с вами не запугаешь. Мы люди зрелые, умные, рассудительные. Карты нас такими сделали, да, нас не запугаешь. Следующая позиция – это вам совет. Я вначале одну возьму карту, потом вторую, будет два совета, потому что два мужчины, да, слева и справа. То есть прямо под вами будет два совета, вначале первая, потом вторая. Также будет видно будущее здесь. Ваше будущее с молодым и ваше будущее со старшим. Ну, а вы уже сделаете вывод. Вот как интересно карты гадают, да, я сказала одну за вторую возьму, а они вышли прямо сразу, выскочили парно. То есть карты гадают, девочки, просто мороз по коже идет. Как карты гадают. Сказали, возьмем совет слева и справа. Они сразу две раза появились. Ну, а я добавлю сейчас итог с карты молодой мужчина в начале, потом постарше. И расклад готов. Вуаля, мы будем его трактовать с вами. Будем делать резюме, полную трактовку и объясню вам, что все это означает. Ну, совет клевер с его стороны, да. Вернее, это лилия, извините. Лилия с его стороны. То есть с молодого. А со старшего это развилка, девочки. Хорошо. Развилка и лилия. Ну, а эта карта у нас выходит тоже сама, кстати, выпрыгнула. Со стороны молодого мужчины это ребенок, карта ребенок, и она говорит о том, что что-то может быть новое, но незначительное. Ну, подождите, я еще, когда их вместе в синастере, там будет больше слов, когда я вместе их буду складывать, да, и объяснять, как они на друг друга влияют, эти карты. Но ребенок вместе с башней. То есть общение с вами скрасило его одиночество, можно так прямо сказать, и он себя чувствует лучше с вами. По-новому, ни с какой женщиной так себя не чувствовал. Мой вопрос относительно старшего мужчины сейчас, и какое у него к вам отношение? Есть ли с ним будущее? Вот со старшим человеком, есть ли с ним будущее, девочки? Есть ли будущее со старшим мужчиной? Какой совет вам там будет даваться, и все. И вот тогда полностью все готово для интерпретации. Есть ли с ним будущее? С тем, кто постарше. Так, успокойтесь. Теперь, девочки, знаю, что там змея, знаю, что вы волнуетесь, успокойтесь. Во-первых, не бойтесь этой карты, да. Карта гроб не означает там ничего плохого. Но если уж говорить, что был намек на соперницу, змея, то гроб говорит, что у него нет соперницы. То есть нет другой, я имею в виду, да, другой женщины у него нет. Знаете, такое чувство, идет мне такой ченнелинг, да, этих карт, такой канал читаю, что вы со старшим мужчиной просто на ножах по змее. Это такая раздвоенность в языке. Вот когда человек говорит сгоряча, не то, что он даже вас обидеть хочет, нет, у него отчаяние, он хочет вас запугать. И старший мужчина может дать вам намек, что у него есть другая, потому что он подозревает, что у вас есть еще один человек, и он хочет, во-первых, чтобы вы почувствовали, как это, когда, да, ревность, а во-вторых, может быть, он это делает, чтобы вас позлить, это второй вариант. Третий вариант, что он может намекать вам, что у него есть другая, чтобы вас как бы к себе привлечь. Может, он у кого-то спросил, разговаривал с другом или еще с кем-то, ему сказали: слушай, а ты ей соври. Ты ей соври, скажи ей, что у тебя еще кто-то есть. Потому что именно когда ты это скажешь, она может к тебе лучше относиться, она может тобой заинтересоваться. Знаете, это всегда так. Кто от нас бегает, затем и мы бегаем, да? Это такой закон есть в природе. Вот, и он так сделал, он вам намекал, что у него есть другая, или там кто-то на него обращает внимание, или он не последний парень на деревне, можно сказать, да. Скорее всего, другой нет, потому что змея вместе с гробом, девочки.
Может быть, он вспомнил о своей прошлой пассии и говорит: ах, у меня, знаешь, еще один вариант есть. Но на самом деле то, что он вспомнил о своей прошлой, чтобы дать себе возможность вам соврать, чтобы это более правдоподобно выглядело. Потому что врать он не умеет. По карте Луна все как на ладони. И он немножко такой женский принцип использует теперь с вами, да, истерический немного, потому что он очень боится вас потерять. Мне лично кажется, что мужчина с правой стороны, чисто, как я каналы понимаю этих карт, когда вместе читаю сердце, луна очень мощно вместе, а змея и гроб, что он вами дорожит. Он вас любит и очень дорожит. Он хочет вас вернуть. Если вы с ним охладели еще что-то, это мужчина справа. Мужчина слева, девочки. Здесь птицы и звезды. Понимаете, какие-то звездные разговоры, такие разговоры о чем-то дальнем, может быть, да. Вот как мужчина иногда говорит, ты спрашиваешь у него: а у нас есть с тобой будущее? А мужчина говорит: да, наше будущее с тобой, конечно, есть. Ну, ведь, понимаете, каждый понимает слова по-своему, поэтому я говорю, что гадание всегда для всех. Вы поняли, да? Он говорит: да, конечно, есть будущее, но он имеет в виду будущее с вами, может быть, секс раз в неделю, или же встречи в кафе, да, или поездка там на море раз в год, такое все. Он, может, это будущее имеет в виду, а вы имеете будущее, здоровая семья, дети, общий быт, нормальные человеческие отношения, вы видите так будущее. И когда он вам говорит: да, конечно, будущее у нас есть, вы так окрыляетесь, потому что в свое понимание будущего вы вкладываете вот эти все, правильные отношения между мужчиной и женщиной. Понимаете, правильные отношения, честные, порядочные. Когда нет использования друг друга, когда нет вот этой манипуляции. А он понимает будущее как манипуляцию. Это вполне возможно, потому что разговоры, которыми Земля полнится. Вот это птицы. И карта звезды — это какие-то дальние планы, какие-то мечты, да, вот, которые на разговорах все заканчиваются. Но это видно в картах, девочки, понимаете? Карты же вместе читаются, Ленорман, по отдельности такого нет. Потом внизу мы видим ребенок и башня. Понимаете, все-таки он немножко как, не хочет с вами быть как одно целое, да, потому что башня — это одиночество, конечно, а ребенок — это что он не хочет очень, очень тесно к вам подходить. Вот он хочет на расстоянии, ему удобные такие свободные отношения. Там мальчик пускает кораблик в свободное плавание. То есть намекает нам эта карта с символом на свободные отношения. Башня — это вот как бачелор или же бакалавр, мужчина-бакалавр, мужчина свободный. Вот такой он где-то, девочки. А я вижу, что есть с ним встречи, под птицами карта всадник, есть с ним встречи. А встречи, может быть, даже и не так часто, как вам хотелось бы. Может быть, иногда он говорит много работы, но он просто... Знаете, очень часто человек говорит много работы, когда просто нечего сказать, а просто он ленивый. Он, может, и хочет встретиться, но это же нужно идти на свидание, это же нужно мыться, бриться, это же нужно одеться. Это надо красиво разговаривать, нужно женщину, как говорят, охмурять. Вот он видит именно как охмурять вас. Вот это слово, не знаю, откуда у меня эти слова выпрыгивают, из моей советской юности, охмурить. Помните, у нас было такое слово, да? Я это слово вслух не произносила лет, наверное, 35, и оно как-то выскакивает. Но вот это оно имеется в виду, потому что канал карты идет, звезды вместе с птицами, это как охмурять вас он хочет, да? И он говорит: ой, мне же нужно себя в порядок привести, там, купить букет, если он купит букет, и такое все делать, которое мужчины, в общем, не любят. Они делают это ради нас, девочек, потому что знают, что нам, девочкам, это нравится. И иногда он говорит: ой, да у меня много работы. В принципе, он, скорее всего, врет, потому что корабль, это ребенок, кто там кораблик он играет. И башня иногда показывает на карту работы, довольно часто, кстати, показывает. И он здесь говорит много работы, на самом деле он ничего не делает, ему просто лень. Но когда сильно уже хочется близости, ему вот нужно. Он вас любит, кстати, любит телесно в основном, на физическом уровне. Но я хочу сказать тоже такую вещь, что тело никогда не врет. И если он любит вас на физическом уровне, он действительно любит. И если вы спросите: любишь ты меня? Он скажет: да. И он не будет врать, девочки, потому что у нас, у девочек, любовь — это не только физический уровень, это тоже
Все остальное – это жалость к человеку, это понимание его, это помощь ему, это забота о нем. А у мальчиков часто этого нет всего, да. Но вот такая вещь. У вас в ногах карта коса. Коса четко показывает на ту ситуацию, когда вы должны решить. Коса там такая урожайная, да? Пришло время собирать урожай. То есть вы теперь стоите перед развилкой, и вам нужно решить, быть вам с одним или с другим. Вы так думаете, что вам нужно решить. Но коса идет на карту дом, а карта дом рядом со взрослым более мужчиной. Кстати, не обязательно, что они вот такого возраста. Вы можете загадать левого, взрослого, правого, молодого. Это уже вы хозяин-барин. Вы с этим раскладом делаете, что хотите. Я вам расклад делаю. А чем больше вы будете с ним играться тогда, как бы взрослые играют, значит живут. Вы понимаете меня, да? Чем больше вы будете с раскладом играть, тем он для вас больше информации даст. Вы будете выжимать информацию, вытаскивать оттуда. Как бы вытаскивать информацию. Такими щипцами. Нужно вытащить иногда от них правду, от этих мужчин. Правду от них нужно вытаскивать. И карты показывают, не хотят сказать, не нужно. Карты все скажут, покажут нам. Так вот, дом со стороны старшего мужчины, и коса идет на дом. То есть не спешите рубить с плеча. Не делайте пока никакого острого, резкого движения, да? Я знаю, что всадник идет на косу. Может быть, вот эти встречи, это любовь, это романтика, вас как бы подогревает, и вы чувствуете, я хочу принять решение, я не могу быть между двух огней. Между двух огней жить тяжело. Да, как бы и в ту, и в другую сторону огонь. А куда мне идти? Вперед, девочки, идти. Вот я вам что скажу. Потому что не нужно идти к другим людям никогда. Даже если вы в здоровых, нормальных человеческих отношениях с мужчиной, вы в любом случае идете вперед, а не друг к другу. Когда мы идем друг к другу, ну так символически, чисто эзотерически, мы делаем ошибку. Тогда мы можем не понять друг друга, потому что чужая душа потемки, даже самого любимого человека, не нужно там рыться. Понимаете? Поэтому вы сейчас думаете, мне выбрать левого или правого? Что мне делать? И у вас острый вопрос, потому что коса – это очень острый инструмент. Вам даже немного страшно. У вас довольно острый вопрос поднимается. Как мне быть? С этим вроде есть любовь, с левым, свидания, разговоры, мечты. И он мечтает, и вы. Ну вот я еще раз повторяю, что то, что он вкладывает в мечту, это его личное, это другое, немного может отличаться от вашего. Я не хочу, чтобы вы потом расстроились, да, чтобы вы потом разочаровались в нем. Поэтому вот карты показывают буквально как есть. Потому что ребенок и башня говорит, что мало у него пока еще в планах. Он, может быть, не любит планировать, может, просто вот так живет изо дня в день. У него мало планов. Ребенок это мало, а башня это, скорее всего, вот он хочет быть бакалавром, как я сказала, или бачелор, как сказать, холостяк. Вот, слово русское есть такое тоже, конечно, есть. Русское слово холостяк. Он, конечно, хочет, может быть больше холостяком. Понимаете? Мужчина же справа. Ну, здесь карты, они без слов говорят, правда же? Есть сердечная привязанность, есть забота о вас, Луна, есть, может быть, у вас общий дом у многих девочек, или будет с ним общий дом, вы пока не можете выбрать, может, 2 жениха, и ни с одним из них вы пока еще не живете, но вы пока не можете выбрать одного или другого. И соперницы, я вижу, с этой стороны нету. Кстати, если вы спрашиваете, есть ли соперница у левого человека, у того, который помоложе, там тоже соперницы нет. Абсолютно. Вы знаете, у меня был такой случай в молодости. Я с парнем встречалась, и мне он очень нравился. Очень нравился. И он говорил мне, что у него еще другая есть, а там не было никого. Он просто хотел, чтобы я не строила серьезных планов по отношению к нему. Вот мужчины молодые, они могут быть очень жестоки иногда. Ими управляет вот эта палочка их, да, волшебная, и все. Представляете, какой ужас? Он мне говорил, что у него еще другая есть, а у него не было никого. Просто не хотел, как бы, чтобы я расстраивалась, да, потому что он не хотел со мной
серьезных отношений и намекал мне, чтобы я не строила планов с ним. Ну, такая ситуация. У меня это личная была. Я вам как пример личный привожу, чтобы вы поняли, да? И такое может быть. То есть и у левого молодого, и у старше которого у них нет других женщин. Мы спросили такой вопрос, да? Далее, 2 карты советов вам внизу, которая карта слева показывает, как с молодым будет, и которая справа, как со старшим будет. К старшему у вас, очевидно, как бы развилка, то есть вот я вижу, что вы можете его полюбить, но сейчас пока вы его не любите. А вот который слева, там карта лилия, у вас далеко идущие на него планы. Потому что звезды и лилия вместе – это далеко идущие планы и мечты. Теперь, если я сложу вместе коса, развилка и лилия, я понимаю, что пока никакого решения не принимайте. Бывает так, что нам, девочкам, как и мальчикам, выпадает быть с 2 мужчинами какое-то время, пока решение не придет, девочки. Пока решение не придет здесь, пока решения нет. Понимаете, левый противоречивый очень. Вот правый как на ладони. Здесь вот понятно, человек, окей, заботится Луна, сердце любит, дом, хочет с вами общий дом, или у вас уже может есть общий дом, да? И потом гроб и змея, я уже объяснила, у него там никого нет, он на других вообще не смотрит женщин. Если смотреть на левого мужчину, здесь сплошное противоречие в нем, его раздирает противоречие. Вроде и хочет на свидание, потому что всадник, и будет свидание, разговоры будут о свидании, совы наверху. Вроде и мечтает о вас, хочет вас сексуально, мечтает о вас, и в то же время ребенок с корабликом и башня, иногда врет, говорит много работы, а самому просто лень выйти на свидание. И вот это противоречие вместе с картой постоянства, лилия, да, любовь, постоянство на всю жизнь, мне говорит о том, что, может быть, он слишком молод, может быть, он повзрослеет и станет тем мужиком, который сказал, сделал, и мое слово железное. И это может быть. Ведь часто тот мальчик, такой вот пустышка, он становится нормальным мужчиной. Понимаете? Но не всегда, девочки, не для всех проиграются все карты, да, а вы должны свои моменты ловить, все вместе собирать, делать свою картинку мира, и вот эта вами сделанная картинка мира и будет с вами проживаться. Будущее это ваше многовариантно, но будущее обязательно нужно планировать. Карты показывают вот тонкости, всякие детали. Вот такой расклад сегодня, хотела сделать экспресс, но получилось более-менее коротко. Вас очень люблю, обожаю, девочки, обожаю всех моих слушательниц. Всегда можно ко мне прийти, всегда разложу для вас карты, побеседуем по-дружески на вашу тему, посмотрим ваше будущее. Кому нужны уроки, вы знаете, где обращаться. Под каждым видео в ссылке есть переход на мой сайт. Как у меня учиться? Ну, у меня уже 1000 людей выучились, я очень давно учу виртуально. И вот так, вы получаете ссылки на уроки, вы обучаетесь, а новые уроки приходят к вам по ссылке, потому что ссылка живая, бесплатно. Я щедрый учитель. У меня учиться интересно. Так что, если кому нужно, обращайтесь. Я благодарю от сердца за лайк, за ваш лайк. Благодарю вас, если вы послали донат или же спонсор канала. Благодарю от сердца. Всех обожаю, люблю и будем видеться с вами скоро.